Мне 39, я честно долго думал, записывать это видео или нет. Потому что тема, ну, честно говоря, такая не очень удобная. Не для того, чтобы выглядеть умным, не для того, чтобы выглядеть сильным, не для того, чтобы кого-то чему-то учить. Но я понимаю, что многие мужчины об этом думают, просто не говорят. Потому что, ну, а кому скажешь? Жене? Ну, будет странно. Друзьям? Каждый сам в своих делах. На работе? Ну, тем более. А мысль очень простая. А если я выбрал не ту жизнь? Не в смысле все плохо, не в смысле все бросаю, ухожу в лес, а в смысле чисто по-честному, если посмотреть сверху. Знаете, как это появляется? Не когда у тебя кризис, не когда у тебя все рушится, а наоборот, когда вот все как будто бы ровно. Вот день прошел, дети спят, дома, тихо, ты сел, и вдруг понимаешь, что у тебя впервые за день тишина в голове. И в этой тишине появляется вопрос. Не громко, не драматично, просто вопрос. А я точно туда иду? И вот что неприятно, ты не можешь на это ответить сразу, потому что ты давно себе такие вопросы не задавал. Ты жил, ты тащил, ты решал задачи, ты был в режиме «надо». И вот тут очень тонкий момент. Нам кажется, что мы все время выпираем, потому что мы же не сидим на месте. Мы меняем работу, мы переезжаем, мы принимаем решения, мы что-то строим. Но если честно, очень часто это не выбор, это инерция. То есть ты не выбираешь, что я хочу, ты выбираешь, что сейчас логично, что сейчас безопаснее, что сейчас не развалит жизнь. И вроде да, это тоже решение, но это решение не про мечту, это решение про выживание. Я сейчас не говорю, что это плохо, я вообще никого не сужу, я сам так жил. Просто вот вопрос, сколько наших решений было «я хочу» и сколько «так надо». У каждого мужика, как ни крути, была картинка. В 20, 25, а иногда в 30. Не обязательно прям я буду миллиардером. Не обязательно я буду суперзвезда. Просто ощущение, где я живу, как я живу, какой у меня день, что я чувствую, что я могу себе позволить, кем я себя ощущаю. И вот ты сейчас смотришь на свою жизнь, и она может быть нормальная, но не совсем с той картинкой. И самое неприятное, ты даже не можешь объяснить, в чем именно. Потому что по фактам ты не на дне, ты не пропал, у тебя есть семья, у тебя есть работа, у тебя есть опыт, но ощущение внутри, я как будто бы не там. И вот тут подключается возраст. Потому что в 25 ты можешь сказать: ладно, потом разберемся, а в 39 уже не так легко. Потому что ты один раз посчитал и все. Средняя продолжительность жизни мужчин в России 67 лет. Окей, даже если ты скажешь, я не в России, да, окей, пусть будет 75. Пусть будет 80, если повезет. Но даже так, тебе 39, до 67 осталось 28 лет. 28 лет – это меньше, чем ты прожил осознанно. И в этот момент мозг делает щелчок. Время не бесконечное. И это не философия. И это не мы все умрем, это не драма, это просто факт. И этот факт, зараза, очень трезвит. И тут еще один момент, который тоже не принято говорить. Ты не становишься моложе, и ты не становишься более востребованным, потому что ты есть. С возрастом ты можешь стать сильнее, умнее, опытнее, да, но это не происходит автоматически. Наоборот, по умолчанию все начинает ухудшаться. Энергия меньше, восстановление дольше, порог стресса ниже, сон хуже, организм капризнее. И это тоже реально страшно, потому что ты понимаешь, я не на старте, я уже в середине дистанции, если даже не дальше. И да, ты видишь молодых, они учатся быстрее, они легче меняют направление, им проще рискнуть, им проще ошибиться. И это не про зависть, это про то, что ты понимаешь, у них запас времени больше. Они могут потратить 2 года на эксперимент и ничего, а ты потратишь 2 года, и это уже серьезный кусок жизни. И вот тут появляется мысль, которую многие мужчины глушат. А если я уже поздно начал? Или еще хуже, а если я уже не успею? А дальше добавляется самое главное – ответственность. Потому что когда ты один, в 25 ты можешь сказать: окей, рискну, потерплю, поживу скромно. А когда у тебя семья, дети, обязательства, ты так не сможешь. У тебя есть обещания. Ты обещал быть опорой, ты обещал стабильность, ты обещал, что все будет нормально. Даже если это не говорил словами, ты это проживаешь. И поэтому любой вопрос, а туда ли я иду, сразу превращается в страх. А если я дернусь, и я разрушу жизнь не только себе? И вот почему мужчины молчат. Потому что они не хотят быть слабыми, но еще больше они не хотят быть причиной хаоса. И вот здесь обычно люди делают одну из двух вещей. Первое – глушат.
Работа, проекты, суета, сериалы, лента, телефон. Лишь бы не оставаться в тишине, потому что в тишине появляются эти вопросы. Вторая сдаются. Не внешне, внутренне. То есть они продолжают жить, работать, делать дела, но внутри появляется мысль. Ну, значит, так и буду. Я просто тяну. И это очень опасно, потому что это превращает жизнь в обязанности. И вот здесь я для себя понял одну вещь. Есть третий вариант. Не ломать жизнь, не драматизировать, не бросать семью, не уходить в новую жизнь, а сделать другое. Перестать жить на автомате. Потому что вот что интересно. Большинство людей думают, что осознанность – это философия. Нет, осознанность – это когда ты регулярно задаешь себе очень простые вопросы. Например, мне это нравится или я просто терплю? Я это делаю потому что хочу или потому что это надо? Это цель моя или навязанная? Я вообще становлюсь ближе к тому, кем хочу быть. И ты не обязан сразу менять все. Но ты обязан хотя бы перестать врать себе, что все ок. И вот теперь важное. Я не люблю мотивационные штуки. Меня от них реально тошнит, если честно. Но я вижу одну реальную вещь. У 39 есть странное преимущество. Ты уже не фантазируешь. Ты уже видел, как жизнь ломает планы. Ты уже знаешь, что не работает. И при этом ты еще не развалина. Ты еще можешь учиться. Ты еще можешь менять. Ты еще можешь вкладываться, но уже без иллюзий. И часто именно это сочетание опыт плюс трезвость плюс еще достаточно сил дает самый мощный результат. Не в 25, а сейчас. Что можно сделать, не ломая жизнь? Я скажу несколько простых вещей, не как совет, а как мысли. Первое. Перестать заглушать. То есть, если хотя бы иногда оставаться в тишине, не убегать от этих мыслей. Потому что они не враги. Они как индикатор, где ты не там. Второе. Вернуть себе ощущение движения. Потому что страшно не то, что ты не там. Страшно, когда ты чувствуешь, что ты застрял. Иногда достаточно маленького движения. Учеба, спорт, проект, новые компетенции, разговор, честное планирование, терапия. Да, сказал это слово, и да, многие его боятся. И я тоже. Никогда не пробовал. Не для успеха, а чтобы снова почувствовать, что я управляю. Третье. Не путать цель с жизнью. Потому что многие мужчины живут так. Сейчас я вот дожму вот это и потом заживу. А потом приходит следующее дожму, а потом следующее. И жизнь все время в будущем. А теперь, если вам 20 или 30, я бы сказал одну вещь, которую сам бы хотел услышать. Останавливайтесь чаще. Вот прям специально, потому что инерция очень коварная штука. Ты можешь 10 лет прожить в режиме «надо» и только потом понять, что у тебя одна жизнь, и ты ее отложил. Останавливайтесь и спрашивайте: я туда иду? Я вообще счастлив? Я вообще кого-то не теряю по дороге? Я свое здоровье не сжигаю? Потому что потом будет сложнее. Не невозможно, но сложнее. Мне 39. И я не могу сказать, что я все понял. Но я точно понял одно. Вот эти мысли, которые приходят ночью, их не надо заглушать. Их надо услышать. Потому что они как будто говорят: эй, ты еще можешь. Но давай уже не на автомате. Если ты хотя бы раз ловил себя на таком же, напиши в комментариях. Не умно, не красиво. Просто было у вас такое или нет? Потому что мне кажется, мы все это думали, но почему-то стесняемся говорить.